Росіяни вирішили воювати ще декілька років. Путін замінив Шойгу, щоб послабити підготовку до затяжної війни в Україні, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що призначення Андрія Білоусова дасть можливість ворогу створити економічні умови для затяжного конфлікту, хоч він і не має військового досвіду. Білоусов був на посаді міністра економічного розвитку та брав участь в управлінні різними інноваційними проектами, зокрема із розроблення дронів. Це підготувало його до керівництва відомства і допоможе об'єднати у роботі економічні та військові чинники. Financial Times із посиланням на джерела та експертів пише, що новий майбутній міністр оборони Білоусов абсолютно не корумпований та технократ. Його призначення вказує на те, що Путін хоче кардинально змінити підхід до вторгнення в Україну, отримавши більш щільний контроль над величезними російськими оборонними витратами. Білоусов не має власної владної бази, не служив в армії і вірний Путіну. Він абсолютно не корумпований, і це сильно відрізнятиметься від того, що ми маємо зараз у Міністерстві оборони. Білоусов не претендуватиме на те, щоб очолити армію, як генерал з усіма цими медалями. І він трудоголік, він технократ. Путін його добре знає, розповів співрозмовник виданню. Колишня співробітниця Центробанку Росії вважає, що військові витрати зараз сильно збільшаться і їх будуть жорсткіше контролювати. Ну, зокрема, про це та не тільки. Поговоримо зараз із нашим гостем. Борис Тизенгаузен, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Борисе, щиро рада вітати. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Деякі експерти говорять, що призначення першого віце-прем'єра Білоусова на посаду міністра оборони РФ – це погані новини для України. І загалом, що дійсно зараз економіка Росії повністю стане військовою, і в цьому плані вони будуть розвиватися набагато швидше. От як би ви прокоментували це призначення? Чи встигли ви вже взагалі ознайомитися із тим, що раніше робив на посаді цей Білоусов, і що він може змінити в Міністерстві оборони РФ? Да, очень, скажем так, есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, очень неглупый и высокопрофессиональный экономист и менеджер. Насчет некоррумпированный, так в России нет некоррумпированных чиновников, то есть он просто не крадет, как вот эти краснолицые генералы, но живет неплохо и недвижимостью владеет. Поэтому здесь какой момент? Он же вот этот автор кейнсианства, этой технологии кейнсианства, вливания из разогретой военной экономики денег. То есть это, в принципе, это и дало, это стало ключевым триггером роста российской экономики. И в этом плане он, конечно, профессионал. Но если вдруг кто-то подумал, что с приходом Белоусова краснолицые генералы перестанут меньше красть. То есть, понимаете, столько технократов, чтобы заменить полностью гигантское Министерство обороны с раздутыми сейчас рекордными бюджетами, оно же там всем занимается, и строительством, и питанием, там чего только нет. Здесь нужна огромная команда некоррумпированных технократов. Таким как кто там, Wall Street Journal, его так назвали, Белоусова. Вот. Но звено под Белоусовым, оно остается тем же самым. То есть те самые полковники, генералы, другие силовики, которые крали годами, десятилетиями, они остаются. Это армия коррупционеров, и это для нас большой плюс. Хотя умные люди у руля ключевого на сегодняшний день министерства, в том числе и, ключевого министерства в России, это не очень хорошо. Но еще раз подчеркну, если бы поменяли всю систему, это была бы проблема. Несколько хороших, талантливых, качественных менеджеров, вот эту вот всю прогнившую, где-то там, может быть, чуть-чуть меньше воровать будут, но в основном-то продолжат. Поэтому коррупция — это большой союзник наш. Что касается еще других перестановок, Шойгу, Патрушев и так далее. С Патрушевым вообще история интересная, он пропал, пока что не всплыл, ни в каких смыслах. А є у вас припущення, де він може опинитися? Да, есть. Младший пошел на повышение, на вице-премьерскую должность с министерской,
А старший долгие годы имел проблему и имеет проблемы со здоровьем. То есть ему нужна сейчас будет работа такая, знаете, ну, не свадебного генерала, но почетного советника. Поэтому сейчас найдут менее активную. И будет он где-то вот нашептывать Путину на ухо, потому что Патрушев носитель самых кровавых и самых темных секретов Путина. Патрушев знал, как его к власти приводили. Патрушев лично тогда с бегающими глазками рассказывал, что с рязанским сахаром история — это все учение. Я помню эти кадры прекрасно. Поэтому Патрушев — это кладезь самых таких темных секретов Путина. Никто его никуда далеко не отпустит. А у прем'єри його не можуть призначити? Нет, я же говорю, ему, скорее всего, чего-то такое почетное, чтобы здоровьем мог заниматься еще параллельно. Тому що, начебто, Пісков говорив так, що всіх здивують інші призначення, і Собчак теж у своєму телеграм-каналі писала про те, що адміністрація президента готує якісь сюрпризи. Ну, пусть готовят сюрпризы, там койки переставляют свои. Нам-то другое, нам своє делать. Пане Борисе, мене ще цікавить, з вашої точки зору, яка може бути реакція Заходу на ось ці кадрові перестановки. Вони ж також слідкують за новинами і там знають, що пишуть про цього Білоусова, що він може зробити, які зміни може принести. Чи буде якась відповідна реакція від них? Ну вот написали уже, что не коррумпированный технократ, а остальные там практически все остались на своих позициях. Да им-то что? Ну то есть сейчас важные другие наступают исторические, мне кажется, события и саммиты, возможные переговоры, и чуть дальше там будет решаться часть вопросов и на саммите НАТО. Я не говорю про наше вступление, там по ходу другие вопросы. И вот сейчас буквально визит Путина в Китай. Тут уже не так далеко до американских выборов 5 ноября. Но, в общем, мне есть ощущение, что это лето и осень либо поставят точку в этой войне, ну или полностью подготовят почву, чтобы точка была поставлена после инаугурации уже президента в начале следующего года, либо возьмут трек на долгосрочную войну на истощение. Здесь даже не про год и не про два будет идти речь. Поэтому вот сейчас все, что происходит, но есть больше сигналов все-таки, что будут переговоры. В каком формате, через каких посредников, это все после саммита станет понятно. Так от, до речі, про переговори говорять, що чому і зробили це призначення на посаду міністра оборони Росії цивільну особу, бо начебто це краще обличчя для Росії на потенційних переговорах. Так а чего Лавров бы ездил? Вот же остается, насколько я понимаю. Лавров, кто-то там еще из контактной группы. Ну, то есть помните, когда были переговоры в Беларуси, потом там в Стамбуле встречались, то есть там же никого не смущало, кто в погонах, кто не в погонах. Создали контактную группу и вели переговоры. Поэтому здесь, мне кажется, другое. То есть Путин решил... Тут, знаете, я бы еще в каком аспекте посмотрел на назначение Белоусова? В аспекте, в принципе, не только этой войны, а в аспекте будущих войн. То есть Путину необходимо долгосрочное переведение, перевод, точнее, на правильные рельсы экономики своей, военные в его понимании рельсы, перестройка системы, чтобы максимально как бы воровали под контролем. Вот так вот. Вот. Поэтому и это в разрезе не только войны с нами, с Украиной. Это в разрезе войны будущей, любой. Мы понимаем с вами, что Путину, если он отползет отсюда, не получив, а естественно он не получит то, что задумал раньше, как он будет рассказывать там: ой, мы тут кусок земли украли, или ой, мы тут, значит, не совсем до конца демилитаризацию и денацификацию провели. Вот как он будет победу рисовать? Понятно, что пропаганда там в России нарисует, но для всего мира он будет разъявившая пасть акула, которая не смогла проглотить жертву, жертва еще ему и неплохо наваляла. Поэтому в данном случае вот так оно все будет. И, конечно, для сатисфакции, для самоудовлетворения своей роли в истории
нужна будет еще война через какое-то время. Маленькая, может быть, кто там у нас на прицеле? Грузия, Армения, Беларусь и так будет присоединяться. Поэтому, вот, мне кажется, он готовится еще вот в этом плане. Пане Борисе, вам дуже дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Борис Тизенгаузен, політтехнолог, був з нами на зв'язку.